Почему в России всегда не любили Запад? Из века в век внутренняя политика России раз за разом возвращается к явному или скрытому противопоставлению себя некоему Западу. Дескать, это какой-то коллективный разум, который открыто бросает России вызов, объединяя усилия множества европейских народов, который она героически превозмогает. На деле, это давний штамп управления населением России и его умонастроениями, довольно примитивный и упрощающий страны Запада до образа некоего единого и враждебного организма, для борьбы с которым народу следует сплотиться. Однако корни явления далеко не во времена Холодной войны, когда гонка вооружений и идеологий действительно стравливала народы. Коммунисты лишь взяли этот удобный инструмент себе, а вот появился он куда раньше, в далекие века еще московского государства. До нашествия монголов Русь была развитым государственным образованием, в которую охотно приезжали купцы, а дети князей вступали в браки с европейскими монархами. Всем известны примеры Анны, королевы Франции, или русского князя Мстислава, чьей матерью была англичанка Гида, и его вторым именем было Харальд. Даже после монголов Даниил Галицкий продолжает контакты и брачные сделки в Польше, Венгрии и Германии. А потом все заканчивается. Сыграл свою роль религиозный выбор. Православие приняло из Византии еще и ее политику высокомерного превосходства. Есть мы и есть окружающие варвары, нечестивые, злокозненные еретики. Даже в период своего ничтожества, когда Византия выбирала между папской тиарой и турецкой челмой, эта чванливая гордыня все еще оставалась. Уничтожив Киевскую Русь, монголы крайне лояльно относились к церкви, отчего та расцвела и стала активно расширять пределы своей паствы, воспитывая ее и в византийской традиции изоляционизма тоже. Лобызающий грязный сапог татарина князь все равно считал себя несравнимо выше, чем какой-нибудь бургундский барон, перечащий даже королям. Став улусом Джучи, русские города перестали быть самостоятельными фигурами в международной политике и состязались лишь в искусстве выклянчивания ханского ярлыка да мелкопоместных задачах. Русь на 200 лет исчезает с европейских карт, становясь Великой Татарией, куда редкие иноземцы заезжают с опаской и удивлением от невероятного коктейля обычаев и нравов. От диковинного внешнего вида бородатых жителей, одетых на степной манер, до чудовищного разврата во всех слоях общества. Когда пал Константинополь, Русь, напротив, сумела вывернуться из положения на лопатках в болевой прием Орде. Фактическая капитуляция Орды в стоянии на Угре сделала Русь единственным свободным православным государством. Это породило невероятный всплеск национального самодовольства и спеси, который разбил вдребезги лишь царь Петр. Удивительно, как сочеталась откровенная бедность страны, ее огромная отсталость, не было современной армии, ученых, науки, архитекторов зодчих, флота, ценных товаров для торговли с невероятной манией величия, в духе богоизбранного народа. Нам не у кого учиться, мы лучше всех, ибо мы есть Третий Рим, а четвертому не бывать. Таким самоупоением увлеклись еще во времена Ивана Грозного, который поучал в письмах английскую королеву, на полном серьезе считая ее ниже по статусу, хотя ни в экономике, ни в военной силе Русь даже близко не подходила к Англии того времени. Именно тогда зарождается антизападничество. Напуганный перспективой заговоров Пскова и Новгорода с Литвой, подозрительным интересом англичан к русскому северу, Грозный впервые наглухо закрывает страну. Да, в его летучих отрядах мясников-опричников есть множество иностранных головорезов, толпятся в ожидании приема послы, но простой народ практически никогда не видит людей из других стран и считает их крайне подозрительными людьми. Страна лелеет и пестует все, что отличается от Запада, сближаясь по нравам и порядкам с ханствами Орды или Османской империей, но объявляет это своим, пасконным и национальным. Очень скоро, очевидно, нарастает пропасть между Европой, которая все ускоряется в развитии, и дремучей Московией,
с боярами, медведями и битьем батагами. Нет даже совершенно элементарных вещей, полноценных судов, министерств, иерархии власти и наследования. Глушь и дикость Московской Руси вынуждала правителей искать пути развития, но они не знали как, с кем и каким образом. Нужно было отрицать святые, вековые устои, пойти поперек духовенства и народа, однако вполне очевидные поражения от третьесортных армий, крымских ханов или поляков в смуту сильно стимулировали что-то менять. С толпой замшелых бояр, до забитых до скотского состояния крестьян, Русь ждала участь разложившейся Византии, которую враги растащили по кускам. Государство, пишет Ключевский, запутывалось в нарождавшихся затруднениях. Правительство, обыкновенно их не предусматривавшее и не предупреждавшее, начинало искать в обществе идеи людей, которые выручили бы его, и не находя ни тех, ни других, скрипя сердце, обращалось к Западу, где видела старый и сложный культурный прибор, изготовлявший людей и идеи, спешно вызывала оттуда мастеров и ученых, которые завели бы нечто подобное у нас, наскоро строила фабрики и учреждала школы, куда загоняла учеников. Россия просто покупала, брала в плен, переселяла к себе мастеровитых иностранцев, которые должны были своими умениями улучшать отсталую страну. Немецкая слобода, толпы наемных итальянских мастеров, балтийские немцы, пленные поляки, шведы и литовцы – все они становились на довольствие и должны были служить делу модернизации страны. Еще при Василии Шуйском повелась практика найма немцев в армию. Считалось после Ливонской войны, что именно они могут только воевать умело и стойко. Иностранцев назначали на всевозможные командные должности, награждали огромным жалованием, поместьями. Полковник пехоты получал 250 рублей в месяц, в кавалерии – 400 рублей, деньги по тем временам астрономические. Все это вело к обратной реакции, желанию обособиться и отгородиться. Так же, как в Японии и Китае того времени, что мнили себя великими царствами в океане варваров, были попытки изоляции, чтобы не травмировать себя и народ осознанием своей глубокой отсталости. Дошло до того, что крестьянам России духовенством внушалось, что русский человек может жить только в православной стране, и едва ступив на землю католиков или мусульман, он тотчас умрет. Но толпы перебежчиков в Польшу, Литву и даже Турцию не очень-то доверяли такому. Петровские времена принесли рывок в могуществу, стоивший миллионов жизней, но уже при Елизавете начался откат назад, а во времена Николая I снова началась глухая изоляция страны. Концепция православия, самодержавия, народность сформировалась тогда, как переосмысление тезиса «Москва, Третий Рим» с великой миссией страны и ее планетарных амбициях, гениальных лидеров и сметливого, но покорного всему народа. Что интересно, концепцию придумал граф Уваров, любивший европейский шик и открытый гомосексуалист. Каждый новый виток исторической спирали возвращал Россию на исходную. Очевидно, что сочетание гигантских амбиций и малых возможностей, плохого управления и хозяйствования каждый раз приводит к плачевным итогам, результатом чего становится откровенная зависть и попытки скрыть поражение бравадой и изоляцией от более конкурентоспособных. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.